Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня с вами мы рассмотрим урок, как обвязать рыболовное сетеполотно. Вот, к примеру, у меня есть небольшой кусок сетеполотна, размерность его 2, где-то 10 на 2,10, и я вам покажу, как его обвязать. Вот оно, допустим, сделано, там, скажем, ну не суть, с чего там, со шнура, да, шнур 0,3 мм. И обвяз мы будем делать с вами там шнуром 0,5 мм. И обвяз мы будем делать с вами непосредственно, обвязывать это сетеполотно, кусочек сетеполотна, по всему периметру. Будем обвязывать по всему периметру. То есть 4 грани мы обвяжем с вами. Да? Вот у нас, как вы знаете, на сетеполотне, когда его провязывают, да, есть непосредственно тут один завершение, один кончик есть как бы снизу, и один кончик есть сверху этого как бы сетеполотна небольшого. Вот мы берем, как бы, скажем, низ условно, да, то есть его перевернуть можно считать то низом, ну просто оно внизу расположено, мы будем считать это низом. То есть мы берем непосредственно здесь, цепляемся к этому кусочку, да, делаем узел. Сделали узел и сделали непосредственно уже основной узел. Сделали основной узел. Вот это то, что больше тут находится, да, мы его подрежем также под 2 сантиметра. Одинаково сделаем 2 сантиметра. И начинаем, то есть, обвязывать это сетеполотно. Берем плиточку, да, и нашим узлом начинаем его обвязывать. То есть сейчас мы расположим все петли, которые находятся внизу, расположим на этой плиточке, да, чтобы можно было спокойно. То есть располагаем эти все петли, то есть мы их обвязываем. Также обвязывается просто, вы можете обвязать. В некоторых случаях необходимо вам сделать обвязку, к примеру, рыболовного сетеполотна. Когда, к примеру, вы разрезали сетеполотно и делаете сеть, скажем так, для себя, то вот эти обрезанные крайнюю ячею лучше обвязать. Вы обвязали, сделали там ряд, да, и у вас меньше будут распутываться эти узелки. Там остаются 2 кончика от узла, да, но со временем они все равно начинают развязываться. И чтобы вот избежать этого, можно вот на сетеполотне ряд, который вы подрезали. Там также может быть 2 этих ряда, обрезанных сверху и снизу. То тогда там нитка, к примеру, капроновой, более толстой, чем, допустим, если у вас капроновое сетеполотно, более толстой ниткой его обвязать. Ну и также, если это лесковое полотно, то и леску желательно ее обвязать. То есть пустить один ряд сверху рыболовного там сетеполотна, другой ряд снизу этого сетеполотна. И этот обвяз придаст вам, то есть, меньше распутывания ячей. Да, если вы там хотите сделать сеть, ее пониже высотой, да, или из одного полотна сделать несколько сетей, но лучше обвязать. Если, конечно, сеть, в вашем понимании, она прослужит там намного меньше, да, ну, скажем, быстрее наловит рыбу, станет больше дырок, да, быстрее она износится, чем начнут развязываться эти узелки, то можно не обязательно обвязывать сетеполотно. Но для качества изготовления необходимо его обвязать. Значит, вот мы как бы сейчас набираем ряд. И потом эту сетеполотно мы еще сейчас как более толстой ниткой окантуем его, да, по всему периметру. И также мы его еще сверху, снизу и посадим, и в бока проденем нитки. То есть сделаем уже как бы фиксированный этот квадрат, там 2,10 на 2,10. То есть он будет одинаковый, 2,10 на 2,10. Скажем, сделаем такой квадратик с вами. То есть, когда мы с вами, то есть работа у меня в натяжку, сетеполотно сейчас натянуто, оно натянуто где-то на крюке,
верхние ячи одеты на крюке. И я провязываю пока вот низ сети. Когда мы подойдем сейчас, то есть у нас есть сверху и снизу, когда мы по кругу сделаем, у нас останется вообще один, в принципе, только кончик от нитки. Другой там мы закроем его. То есть по низу мы набрали. Да. Говорил. То есть вот набираем предпоследнюю ячею. Да. Делаем узел. И также смотрим последнюю ячею, когда мы набираем. Лучше на нее посмотреть, чтобы она не запуталась. Она может перехлестнуться здесь. Лучше ее разобрать, посмотреть и уже потом спокойно ее провязать. Да? И теперь, когда провязан у нас ряд, этот ряд провязанный, нам необходимо, мы снимаем с плиточки все эти ячеи и провязать уже бок. То есть так как нитка у нас заканчивается, то мы будем сначала провязывать вот этот бок, потом будем провязывать вверх и потом опускаться уже по этому краю, этот бок. То есть вот эти, которая первая ячея у нас провязана с вами, да, мы эту ячею, вот эту ячею и вот этот весь край, вот эту ячею, да, которая сбоку, начинаем одевать уже непосредственно на крючок. Вот этот край одеваем пока на крючок. Ну вот, те петли мы одели с вами на крючок, и теперь начинаем точно так же провязывать бок. Один край начинаем провязывать точно так же. Вставляем, да, подтягиваем. И точно так же все петли боковые мы с вами одеваем на эту плиточку. Сейчас мы провязываем один из боков. Ну, боков или край, как удобней. Край просто я вам показываю, как это делается, скажем, на кусочке этом, да, чтобы было понимание. На рыболовных сетях, ну, как правило, край не надо этот обвязывать. Там только обвязывается вверх или низ, и все. Тут количество ячей в боку немножко поменьше идет, боковых ячей. Там просто один есть интересный момент, я вам покажу, как это делается. Ну вот крайняя еще ячея осталась. Также вы ее просматриваете, смотрите, все нормально, она никуда не зашла, не зацепилась. И тогда ее провязываем. То есть теперь у нас мы будем, то есть мы провязали с вами еще. То есть край, один край. Теперь опять мы снимаем с этой плиточки все петли и будем с вами уже вот этот край этих петель одевать на крючок. То есть непосредственно вот этот край, эта петля, вот эта петля. Главное тут не запутаться. Будем одевать опять же на крючок вот эти петли, которые идут сбоку. То есть это уже идет третья грань непосредственно. Начинаем надевать здесь петли на плиточку. Вверха. Обвязываем вверх этого четырехугольничка.
И когда вот здесь уже остается, скажем, ячею последнюю мы захватили, привязали, то есть мы привязываем ячеи на плиточки, да, и вот остается хвостик вот этот, то здесь надо в эту ячею продеть 2 раза, в эту ячею, да, ее вот так выровнять ячею, и узел получится уже выше на ряду, выше на ряд получится, да. И вот здесь просто не на плиточке, а уже вот здесь сделать эту петлю, да, и сделали теперь узел. Сделали узел. Теперь этот хвостик опять подрезали, да, оставили сантиметра 2. Теперь нам необходимо, то есть мы с вами сделали, обвязали вверх, уже вверх этого полотна. Теперь нам необходимо опять набрать петли, уже, то есть петли непосредственно вот этого края. Этого края провязанные петли набрать. Набираем обратно на наш непосредственно крючочек. Вот мы набрали петли с вами там, да, заново. И смотрим, что у нас здесь с вами получилось. У нас получилось, когда мы подвязали с вами, непосредственно здесь подвязались, у нас получилось, что нитка уходит вот отсюда от узелка. Нам надо ее в ряд загнать, да? Мы делаем вот так вот с вами. Вокруг, да? И подтягиваем эту нить до узла. Вот, фиксируем узелок, да, зафиксировали. И прямо здесь делаем с вами узел основной. Сделали основной узел. И теперь уже ряд мы начинаем провязывать. Уже непосредственно этот узелок сюда плиточки подносим. И начинаем набирать уже петли. Все точно так же. Это сейчас мы с вами уже провязываем непосредственно край. Там 4-й грань, 4-я, ну это край непосредственно этого полотна. То есть вот таким образом мы с вами, то есть прошли эту сеть полотно, обвязали более толстой там ниткой, да, и по всему как бы периметру, по 4 граням мы ее обвязали. При этом спрятали как бы одно завершение сети полотна, спрятали. И у нас с вами, то есть останется на этом сети полотне один хвостик. Совершенно один хвостик. Потому что мы спрятали его. Теперь, как бы, когда сейчас завершим, как бы здесь непосредственно его обвязывать, я вам еще покажу, как это сетеполотно, скажем, ну, посадить одним из способов, да, ну, скажем, декоративного плетения. Не способов посадки сетей, а элемент там декоративного плетения. Сейчас мы ее, как бы, это сетеполотно посадим с 2 сторон, по бокам проденем нити, да, зафиксируем, и оно будет, как бы, если его растянуть за 4, там, скажем, конца, то это сетеполотно примет форму квадрата 2 метра там, 10 сантиметров на 2 метра 10 сантиметров. Для того, чтобы нам начать работать, непосредственно уже садить ее, да, скажем так, декоративно просаживать, то опять же нам необходимо, мы сейчас с вами делаем это бок, край прошиваем, одеть петли опять на крючок верха или низа, одеть петли верха или низа опять на крючок. То есть вот мы ее как бы завершили сейчас, это мы обрежем и петли опять верха или низа сетеполотна оденем на крючок. Я вот прям в кресле закрепил эту шпулю, да, там с нитками на спице, ее просто там закрепил, ну, чтобы, грубо говоря, с нее и садить, да, вот просто воткнул в кресло, и вот просто она, вот нитка будет вот так планомерно отсюда сходить, да, при посадке, не будет крутиться, ничего делать. Ну вот, берем как бы нитку,
которая как бы со шпули идет. Отмеряем там какое-то расстояние, ну, к примеру, 30 сантиметров. 30 сантиметров мы отмерили, вот держим. Здесь берем как бы игличку нашу любимую, да. Ну и здесь можно оставить сантиметров там 10. Всего лишь там 10 сантиметров, потому что мы сюда будем возвращаться и делать основной узел. Здесь уже. То есть ее по кругу, эту нить пройдем, и здесь уже сделаем центральный узел, хороший узел. То есть вот закрепили, да, ее закрепили, ну еще раз давайте проведем. Можно просто там сделать двойным узлом, да? Не мудрить там, двойной узел закрепить, да и все. Не. Скажем, вот мы закрепили. Вот он у нас на игличке, да. И теперь мы берем, где у нас завершилось, вот это, с вами по 2 ячеи, нет, давайте по одной ячее я буду садить, по одной ячее. Ячея здесь 100 миллиметров, то есть необходимо будет брать 100 миллиметров и по шнуру, ну, скажем, 10 сантиметров, да, по одной ячее, к примеру. И вот берем это непосредственно, да, 2 нитки у нас с вами идет, 2 нитки. К узелку прикладываю я метку, скажем, можно на линейке это замерить, да, на линейке. У меня на игличке просто метка 10 сантиметров. Вот взяли эти 10 сантиметров, да. И делаем также узел здесь, на этих 10 сантиметрах. Вот так как эта нить, там скажем, со шнура, да, со шнура она. Вот сделал я первый захват, да. Теперь мне надо вернуться, поддеть игличку под эту нитку поддеть, да, в обратном направлении. Эту сейчас натяну я, да, поддеть в обратную сторону. Да, я поддел. И теперь сделать, да, точно такой же узел и сделать. Точно такой же узел. Раз. И сюда, скажем, продели 2. Вот мы ее, оп, зафиксировали. Да, ячею. Вот теперь берем вторую ячею. И точно так же одеваем, продеваем это в ячею. Да. От узла мы замеряем, я говорю, можно замерить линейкой, как вам удобней. Я игличкой замеряю, да. У меня риски поставлены 10 сантиметров. И опять все те же самые движения, да. Вот вокруг шнура сделали, хоп, замер дали. И вокруг этого шнура сделали, да, в обратную сторону. И теперь уже зафиксировали, провязали точно тот же узел, что мы и применяли при вязке этого сетеполотна. Затянули. И так просаживаем до конца, просаживаем это все сетеполотно. Ну, еще раз вам покажу. Цепляем ячею, да, отмеряем от узла, да, 10 сантиметров, 100 миллиметров, да, отмерили, делаем вот так захват, потом делаем перехват, да, и уже делаем узел. Опять цепляем одну ячею, можем как бы этот момент, скажем, 100 миллиметров, 10 сантиметров, приложить линейку, да, вот по линейке узел, да, вот тут по линейке, к примеру, сделали захват с вами, сделали перехват и сделали здесь уже узел. То есть, если мы растянем уже, да, вот получается как бы вот уже посаженное, да, вот идет уже подсаженное полотно. Вот оно вот так идет. Ну вот мы подошли к завершению, осталась одна ячея, да, вот также мы ее подхватываем, да, отмеряем расстояние, да. Фиксируем, делаем перехват,
и делаем узел. Теперь замеряем нить, непосредственно которая идет на шпуле. Мы замеряем наше расстояние, там 30 сантиметров, которое делали с той стороны. 30 сантиметров. Обрезаем. А та, которая нить идет на челноке, мы начинаем ее проставлять вот в боковые петли, которые идут у нас вот по краю. Ее проставлять. То есть начинаем ее проставлять, надо поддевать одну, вторую, там третью, и так пошли до верха проставлять эту нить. То есть мы продели с вами сейчас нить, да, по боку полотна, да, отмерили метр восемьдесят, да, это расстояние. То есть опять берем второй, который мы делаем 30 сантиметров с вами. 30 сантиметров, 30 взяли, да, и здесь опять же мы с вами сделали узел. И точно так же будем уже просаживать непосредственно по там, низу или верху, кому как удобно. Ну, сказать, верх это или низ. Да, то есть вот закрепил я его. Ну, тут сделаем сейчас хороший узел, да, чтобы он не скользил, чтобы ничто никуда не прыгало. То есть сделали здесь с вами узел, да, 30 сантиметров этих наших, да, и опять же подтягиваем сюда петли, подтянули петли, и также опять с первой петли уже непосредственно начинаем дальше продолжать, да, точно так же одеваем шнур, который наш идет, наше расстояние, к примеру, по линейке, да, наше расстояние 10 сантиметров, 100 миллиметров, да, и начинаем опять это все делать. Перехватили и делаем узел. То есть, когда мы опять эти все петли с вами насадим, да, эти все петли сделаем, то опять же по тому краю мы проденем в крайние ячи, проденем этот шнур, да, проденем этот шнур, и уже непосредственно там сделаем центральный хороший узел, и сеть она будет готова. Сейчас сделаем завершим как бы здесь по верху. Ну вот мы с вами продели уже вторую грань, да. Опять же отмерили расстояние, которое нам необходимо. Расстояние это составляет 2 метра 10 сантиметров. И вот подошли, где мы с вами начинали делать эту сеть, да. Вот 30 сантиметров и эти 10 сантиметров мы оставляли. Вот это расстояние наше. Да. Мы опять прихватываем тут все. Прихватили. Точно такой же узел сделаем. Раз там, допустим, и под эти две. Да. Заведем под эти две. Пододвинем, затянем. И вот хвостик, который именно 10 сантиметров, да, обрежем для удобства непосредственно, на игличке,
подрежем, да, подрезали на игличке. И здесь вокруг вот этого, то, что 30, сделаем вот так, раз, да, сделаем вот так, раз, денем промеж них, раз, и еще раз, ладно, для прочности, 2, да, продели 2, и затянули все, и сделали узел здесь, да. Оп, тут это все подрезали, 2 сантиметра, да. Все, у нас готова, скажем, декоративная сеть, но она там у меня подвешена немножко, да, вот она, если так видно, вот край идет, который подсажен, да, вот то, что у нас получилось. Все, спасибо всем за внимание.